Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня я покажу несколько хитростей и приемов для вашего автомобиля. Так что вам всем приятного просмотра, но я буду показывать. Поехали! Как и любой другой автомобилист, я постоянно езжу на автомойку. Автомобиль мою зимой, конечно, гораздо чаще, из-за обильных химикатов на дороге. Друзья, а вы после автомойки проветриваете автомобиль? Я, конечно, обязательно проветриваю и вам это советую, так как будет огромная влажность в автомобиле. Как узнать, хорошо ли моет ваш автомобиль? Визуально автомобиль вроде бы и чистый, но мы проверим. Берем кусок салфетки или чистую тряпку и протираем под зеркалами. И мы, конечно же, увидим сразу качество мойки. Таким образом, можно всегда определить, где моют хорошо и на какую автомойку следует приезжать, а на какую нет. Если так не делаешь, надеюсь, пригодится. Друзья, ну а следующий совет: как продлить жизнь и сохранить на дольше резиновые уплотнители. Ведь все мы знаем, что зимой часто перепад температур. На резинке попадает снег и влага. И чтобы резинки не примерзали и не были дубовыми, их необходимо, конечно же, смазывать силиконовой смазкой. Я, например, давно пользуюсь силиконовой смазкой бренда Astrohim. Это эффективно смазывающее средство, которое довольно-таки легко наносится, подходит не только для резиновых уплотнителей, но и для любых механических соединений. Резиновые уплотнители необходимо тонким слоем смазать, а после вытереть сухой чистой тряпкой. Я, конечно, смазываю не только дверные уплотнители, а также резиновые уплотнители в багажнике. Так что нанес перед наступлением морозов и продлил, конечно же, срок службы своих резиновых деталей в автомобиле. Если есть канистры, они всегда стремятся разлететься по всему багажнику. Чтобы этого избежать, нам пригодится самая простая резиновая стяжка. Я думаю, она имеется в каждом автомобиле. Канистры собираем в кучу, берем резиновую стяжку и обматываем канистры по кругу. Тем самым мы увеличиваем пятно опоры, и канистры, конечно же, будут стоять как вкопанные. А если еще в автомобиле имеется крючок, то можно резинку зацепить из-за него. Теперь можно не переживать, что канистры будут летать по багажнику. Ну а следующий лайфхак у нас касается любителей попить сока. Если вдруг осталась пустая банка из-под сока, желательно 2-литровая, конечно, не торопись ее выбрасывать. Она ведь может послужить еще не раз. А чтобы дать вторую жизнь, нам понадобится канцелярский нож и угольник, чтобы отрезать ровно. Отрезаем бутылочку ровненько по кругу. Я в своем случае отступил сверху сантиметра 4. Так мне показалось, что будет самое оптимально. У кого уже есть варианты, что у нас будет? Ну, конечно же, у нас получился с вами самый простейший органайзер, в который всегда можно спрятать те вещи, которые валялись в багажнике раньше. Закрыли крышечкой и убрали в сторонку. Ведь, как говорится, голь на выдумке хитра, и все гениальное гораздо проще. Но если нет банки из-под сока, не беда. Также с этой задачей справится любая пластиковая бутылка. Разделяем бутылку на две части, и также можно легко положить те же самые резиновые стяжки и закрыть крышкой. Надоело отстукивать дворники от льда? И для этой задачи есть решение. Нам пригодится вспененный утеплитель от труб, а вернее его обрезки. Теперь при помощи канцелярского ножа отрезаем утеплитель в размер дворника. Утеплитель одеваем на дворник. Как видим, он хорошо одевается и хорошо там сидит. Ну а со второй стороной поступаем аналогично. И можно смело оставлять так это на ночь. С утра проснулся, подошел к автомобилю, почистил его от снега. Теперь смело можно снимать утеплитель, и у нас не будет никакого обледенения. Бывает такое, что в дороге необходимо подлить масло, но с собой нет никакой лейки. И если неудобная канистра, всегда можно облить двигатель в масле. И, конечно же, в этой цели нам всегда поможет самая обыкновенная отвертка. Теперь можно лить масло на отвертку, и оно будет всегда стекать куда нам нужно. Но не всегда под рукой может быть отвертка. Не беда, нам поможет всегда тот же самый щуп для проверки уровня масла. Проводим те же самые манипуляции, что и с отверткой. Самое главное, чтобы цель была достигнута. Лайфхак, конечно же, рабочий, а самое главное, чтобы масло не было пролито туда, куда не нужно. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот коротенький ролик. Если кому-то понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Если вы знаете какие-то еще хитрости, пишите обязательно, воплотим их в жизнь и покажем вам. Вам же желаю всем крепкого здоровья, до новых встреч, пока-пока.